Ольга, здравствуйте. Потенциально горячая тема для ваших передач – мама и сын. Путы материнской любви. Вспомнила яркую сцену из собственной жизни. В коридоре городского суда мне 38, мой супруг, ему 49, и его мама, в ее 78 лет. Зайдя в зал заседаний, первой она громко сказала: «Мы пришли разводиться». Не стоит говорить, что было дальше. Сцена, как из «Ревизора». Сепарация, о которой так много говорят, которой в данной ситуации не было. Они так и остались парой, мама и сын. И третья здесь лишней написала нам Елена Бриш. Ну что ж, друзья, с вами снова программа «Вопросы и ответы», программа, в которой я расскажу, нет, не все, что захочу, все не поместится, да и YouTube не разрешает такое публиковать. Программа, в которой я расскажу не все, что захочу, а главное, кому-то из вас погадаю на картах. А тема программы, вы уже догадались, мальчик и его мать. Мальчик и его мать. Знаете, показательно то, что во французском языке слова «мать» и «море» звучат почти одинаково. Ну, на мой слух неразличимо слово «мер». Мать – мер, и море – тоже мер. Там есть нюансы, но не для такого непосвященного уха. И явно слова имеют однокоренные, явно они имеют одно и то же происхождение. И вот мне кажется, это очень глубокая и очень правильная ассоциация, и очень понятная. Древние люди, которые придумывали слова, ассоциируют мать с морем. Как много общего, да? Потому что мать и море кормят. Мать и море бесконечные, ну то есть мать на всю жизнь одна, и море тоже одно для древнего человека, и тоже на всю жизнь, оно бесконечно, они не знали, что у моря есть где-то конец. Мать дает жизнь, и море дает жизнь, потому что известно, что самые первые постоянные человеческие поселения – это именно рыбацкие деревни, и в то же время как море губительно может убить, в море можно утонуть, море может разбушеваться и смыть подчистую твой дом, например. Такая же опасность исходит и от матери тоже, потому что отношения с матерью могут быть и разрушительными, и губительными, ну как море. Пожалуй, что никакие войны и эпидемии, никакие стихийные бедствия не унесли столько жизней мужчин, сколько разрушили этих самых жизней трудные отношения с матерью. В этой программе я буду использовать в основном два слова – мальчик и мать. Мальчик для нас – это особь мужского пола, независимо от возраста, а мать – я знаю, вы предпочли бы, чтобы я использовала слово «мама». Но знаете, мама – это нечто интимное. Это вот вы обращаетесь, говорите «моя мама». А нам в исследовательских целях больше подходит термин «мать», ну, то есть это женщина, которая родила и там вырастила, например, до определенного возраста человека. Ну, нет никакого сомнения в том, что мать всегда ключевая фигура в жизни каждого. Образно говоря, именно глаза матери – это то самое первое зеркало, в котором мы отражаемся и делаем выводы о себе. И вот эти глаза матери – это зеркало первое, может быть очень разное. Хорошо, когда зеркало любящее, позитивное. Тогда ребеночек видит себя в этом зеркале талантливым, красивым, любимым, ну как минимум желанным. Часто, к сожалению, это зеркало, наоборот, осуждающее или отвергающее. Тогда ребенок получает некрасивый какой-то свой портрет, видит себя каким-то убогим, тоже нежеланным в глазах матери. Часто зеркало, это глаза матери, бывает холодным, то есть
холодным или мутным, знаете, и ребеночек всматривается вот так вот в это зеркало, в глаза матери, и ничего там не видит, там размытое изображение, потому что мать, ну, скажем, погружена в себя. И тогда у человека, мы много знаем таких взрослых, никаких выводов о себе нет. Человек не знает, чего он стоит, не имеет представления о своих талантах, о своих каких-то добродетелях, теряется, может быть, даже в определении того, вот, например, красивый он или нет. Это все холодная мать, это все вот такое вот размытое отражение в глазах матери. Именно ранние отношения, самые ранние отношения, ученые говорят, что только до 6 лет, формируют отношения с матерью, формируют характер любого человека. То есть поведенческие паттерны и способы, которыми потом взрослый человек будет взаимодействовать с окружающими, это все закладывается вот в таком вот нежном возрасте и именно через общение с матерью. И в этом свете становится очень понятно, почему же у всех разные характеры, правда? Вот сколько людей, столько и характеров. Вот они вообще, человеческие характеры, все уникальные, как снежинки буквально. При таком обилии все разные. А это происходит именно потому, что каждому ребенку приходится по-своему подстраиваться по требованиям матери. И потом по взрослым людям это очень сильно видно. Их детство, их взаимоотношения с матерью. Например, если ребенка мать замечает и любит только когда он протестует, например, обижается, или замолкает, или заболевает. Мы знаем, как часто дети болеют, чтобы привлечь к себе внимание. Такой взрослый вырастает и точно так же взаимодействует с миром, с женой, с другом, с преподавателями в университете. Он манипулирует постоянно обидами. Он всегда вот в такой вот слегка, отвергнутой, что ли, демонстративно отвергнутой, да, позиции находится. Может также болеть. Взрослые тоже болезнями часто манипулируют. И другой человек какой-то, смотришь, наоборот, веселится, шутит, старается быть щедрым, выполняет обещания. В общем, старается людям нравиться. Понятно, что как это произошло, почему он такой, да? Потому что мать поощряла в нем легкий характер, хвалила за щедрость, веселила, может быть, нарочно смешила его. На третьего посмотришь человека, он, например, слишком зависит от мнений окружающих. Таких тоже много. То есть легко попадает в зависимость от чужого мнения, слишком много беспокоится о том, что о нем думают люди. И тут же тоже просматривается портрет его мамы, какая она была в его детстве, и история их взаимоотношений. Понятно, что мама все сама выбирала за этого мальчика, не давала ему, например, выбрать там штанишки в магазине, а выбирала сама на свой вкус. И часто явно сравнивала его с другими детьми. То есть, если мать, вывод такой мы здесь делаем, если матери удалось показать ребенку до 6 лет, в возрасте до 6 лет, удалось показать жизнь как сказку, то он потом всю жизнь, хоть до своих 80, в этой сказке и живет. Он верит в чудеса, он ждет Деда Мороза, он, знаете, там, различает добро и зло, верит, кстати, в победу добра и так далее. Но та же мать, не та же, другая, покажет уже своему ребенку отнюдь не сказку, или тоже сказку, но злую, знаете, с каким-то печальным концом. Так формируется уникальный характер у любого человека, у всех людей, и у мальчиков, и у девочек. Но почему же мы чаще все-таки поднимаем тему именно мальчик и его мать? Про девочек как-то так не говорим.
мне кажется, вот почему. У мужчин, у мальчиков, у мужчин впоследствии связь с матерью действительно сильнее, и самое главное, что она длиннее. Вот для мужчины мать – это абсолютный лидер и абсолютная величина на всю жизнь, на протяжении всей жизни. А для девочки немножко не так. Мне кажется, потому что девочка рано или поздно рожает своих детей. То есть ей выпадает возможность, шанс участвовать в той же транзакции, в той же коммуникации, только на другой стороне, когда мать уже она. И таким образом вот ее привязанности к матери, мне кажется, сублимируются, перемещаются на ее собственных детей, что ее связь с собственной матерью в каком-то смысле ослабляет. Ну, меняет, безусловно, структурно меняет и ослабляет. А у мальчиков этого не происходит. Ну, то есть в строгом смысле слова у мальчиков вот собственных детей нету. Я имею в виду, что мальчики еще пока, слава богу, не рожают. Матерями сами, матерями они не становятся. Хотя, знаете, я уверена, что разработки на эту тему ведутся и за большие-большие деньги. Очень большое в мире есть лобби, мужское, естественно, которое, и очень богатое, которое сильно проплачивает вот такие вот разработки, чтобы в воспроизводстве человеческом обходиться без женщин. И я думаю, что рано или поздно они что-нибудь придумают. И давайте мы пофантазируем в комментариях, дорогие мои девочки, куда, в какой утиль, на какие задворки цивилизации выставят мужчины нас, когда научатся сами рожать. Ну или воспроизводиться, как хотите. Как вы думаете? Сколько им потребуется время, чтобы женский род истребить? Ну или поработить для начала. Не знаю. Сейчас тоже есть у мужчин способы обзаводиться детьми, не связывая с отношениями с женщиной. Да, есть примеры среди известных людей. Это Криштиану Роналду, у которого свои дети, без всякой мамы. Это Филипп Киркоров, уважаемый. Это Элтон Джон и так далее. Ну, добро пожаловать в YouTube, где безраздельно царствуют упрощенные теории. Конечно, отношений мальчиков с их матерями очень разные, но мы попробуем очень условно и упрощенно их разделить на два вида. Отношения хорошие с матерью, которые формируют позитивную зависимость у мальчика, и отношения плохие, которые формируют зависимость тоже очень сильную, чаще даже еще сильнее, но только лишь негативную. Понятно, что позитивная привязанность появляется там, где есть вот эти хорошие отношения, там, где мальчик матери доверяет, там, где он ею гордится, старается ей угодить, старается ее порадовать. То есть, по сути, в этой позитивной привязанности, в этих хороших отношениях, любое желание мальчика – это суть, если копать глубоко, это какое-то глубинное желание его матери. Ну, это бывает с желанными детьми в семье, когда ребенок желанный именно для матери. Причем заметьте, что вот это определение, термин «желанный», мы редко используем вот применительно к отцу, да, для отца. Желанный, нежеланный ребенок. Так не говорят. Но могут сказать нежелательный, да, нежелательный, если внебрачный какой-нибудь, да. А вот желанный или нежеланный ребенок, это все-таки, конечно же, идет про мать. И такой желанный ребенок у своей матери в ее глазах видит с самого детства любовь, принятие, доверие. То есть устанавливается между ним и матерью очень глубокая и положительная эмоциональная связь.
конечно, такой мальчик вырастает и точно так же взаимодействует с миром. Миру доверяет, считает себя достойным любви, старается не разочаровывать людей. Но и все это вместе, все, что я вот описала в этом абзаце, мне кажется, называется нормальный, здоровый человек. Хотя, опять же, понятие психического здоровья, понятие очень оценочное. Да? Мы знаем, что в психбольнице кто первый халат надел, тот и доктор. Но вот мы подошли к самому большому и самому печальному и самому важному абзацу в моей программе. Послушайте, пожалуйста, женщины, и присмотритесь к вашим мужчинам. Может быть, эта информация или какой-то новый взгляд на то, что вы уже сами давно знаете, поможет или позволит вам по-другому на вашего мужчину посмотреть, в чем-то его простить, извинить или где-то глубже понять. Итак, вот о чем я говорю. Плохие отношения мальчика с матерью и, соответственно, очень глубокая, сильная негативная привязанность. Надо понимать, что плохие или хорошие отношения мальчика с матерью – дело сугубо субъективное. То есть по оценке самого мальчика, если он говорит. Как он считает, хорошие у него отношения с матерью или плохие. Объективная оценка здесь не нужна или невозможна, причем объективному взгляду со стороны может казаться даже совсем другое и что-то вообще альтернативное. Но какие же признаки плохих отношений мальчика с матерью? Я думаю, их много, выделим 3. Первое. Мальчик матери не доверяет, недоверие во всех формах. Не доверяет ее мнению, не доверяет советам, не доверяет ей в целом как личности, даже в ее каких-то отвлеченных просто личностных проявлениях. Второе. Мальчик-мать стыдится, то есть ни при каких обстоятельствах не стремится о ней рассказывать друзьям, знакомым, считает, что не может гордиться матерью. И третье, он все или многое делает ей назло, то есть демонстрирует вот такое вот сильно протестное поведение. Назло маме это называется «отморожу уши». Откуда берется такое поведение? Понятно, что ребеночек сам по себе таким не родился, если речь не идет о реальном психиатрическом диагнозе. Конечно, тут совсем другое. Такой характер или плохие отношения с матерью родятся из требований самой этой самой матери, которые она предъявляла к ребенку, к мальчику в самом юном нежном возрасте, в возрасте до 6 лет. Как правило, плохие отношения у мальчика с матерью бывают, когда ребенок нежеланный, ребенок нелюбимый. Или мать, если не откровенно нелюбящая, то безучастная, холодная или невнимательная. Но беда в том, что с нелюбящей матерью ребенку все равно приходится взаимодействовать, приходится находить способы обращать на себя внимание и получать хотя бы малую часть этой самой такой необходимой любви, потому что без любви, как без материнского молока, ребенок просто не выживает. И в результате вот этого такого взаимодействия мальчика с нелюбящей матерью в характере его закрепляются, скажем, объективно дурные вещи. Чувство стыда, как за мать, так и за себя. Чувство вины очень разрушительно. Большое недовольство собой. Это то, что мы впоследствии назовем комплексами и так далее. Откуда это? Понятно, это потому, что мать была вечно им недовольна, вот этим вот маленьким своим мальчиком. И в итоге, на выходе, в самых крайних формах, в этом случае формируется асоциальное или антисоциальное поведение у мальчика. Вспомним тюремный фольклор, тюремные песни. Там много песен о матери. То есть, казалось бы, мужчины, здесь какое-то
расщепление, да, идет понятие. Казалось бы, мужчины, у которых, ну, в принципе, ничего святого не осталось, может, и не было, да, они иконизируют, возносят на какой-то вот абсолютно недостижимый пьедестал собственную мать. Вот у них эти слезные песни о матери. Причем заметьте, что в таких песнях мать – это всегда некая тихая, идеальная старушка, которая где-то далеко выплакала все глаза, ждет сына. То есть мать обязательно любящая, обязательная, понимаете? Они не поют про плохую мать, которая там меня не любила, там выгнала и так далее. Хотя на самом деле у них у всех понятно, что у этих людей было трудное детство, и матери по большей части не любящие или невнимательные. Ну, эта тема, наверное, уже другой программы. И вот интересно, что в этом же тюремном фольклоре ведь нет песен про отцов, ну, в основном, или я просто про них не знаю. Нет песен про отца, то есть получается, что вот эмоциональная связь с отцом не так важна для мальчика. Представьте, она может быть, а может не быть. Например, вот если отца нету, мальчик не знает своего отца, у него не устанавливается эмоциональная связь, и нет даже портрета отца в голове. И он спокойно живет без этого органа. Это не жизнеобразующий орган, эмоциональная связь с отцом. А вот эмоциональная связь с матерью обязательная, и она есть даже у тех, у кого мамы не было. Ну, то есть, если ребенок вырос и маму не знал. Можно об этом поговорить когда-нибудь позже. Сейчас я это пропущу. Из этого вот тоже такой вывод напрашивается не лишний. Среда окружающая может быть любая вокруг мальчика растущего. Отец, в принципе, может быть тоже любой. Но должна быть обязательно, чтобы вырос здоровый человек, обязательно должна быть любящая мать. Пусть не любит отец, пусть там стихийные бедствия вокруг, пусть не любят или игнорируют окружающие, но мать должна любить. Привязанность мальчика к матери может быть открытая и скрытая. Ну, с открытой все понятно. Это, знаете, когда мальчик жене говорит, что мама вот вкуснее готовит, или мама ему правильнее маечки покупает. Чаще, однако, вот эта вот зависимость мальчика от матери, как позитивная, так и негативная, очень и очень скрытая. То есть она не манифестируется, она не оглашается прямо. Вот расскажу вам такой случай из жизни, вот такой вот пример. Муж моей двоюродной сестры прожил с ней в браке 12 лет и производил впечатление даже брутального такого самостоятельного мужика. Он хорошо зарабатывал, страшно гулял, а в семье вел себя хорошо, неплохо, не скандалил, но проявлял себя достаточно холодно, как к ней, так и к ребенку. И в меньшей степени, вот меньше всего можно было в этом двухметровом атлете заподозрить маменькиного сынка. Ну, то есть, да, он общался хорошо со своей матерью, навещал ее, вместе они с семьей навещали, были нормальные отношения, абсолютно, кстати, не конкурентные, там не было споров между невесткой и свекровью, даже наоборот, в общем, довольно такие теплые сложились какие-то отношения. И вся эта история вдруг, знаете, история семейной жизни, я имею в виду, моей двоюродной сестры с этим мужем схлопнулась буквально, знаете, в 1 год. И точка отсчета послужила, угадайте, что? Смерть отца. Вот умер его отец, он там долго болел, продолжительно. Умер отец, и после этого вот семейная жизнь, до этого, в общем-то, нормальная, просто покатилась у них под откос. То есть этот мужчина стал себя, ну, уже совсем как-то безобразно вести. Знаете, вот просто провоцировал
уход свой собственный провоцировал. То есть он не уходил из дома, но он настолько вызывающе напрашивался на то, чтобы она его выгнала, жена. То есть вот. И в итоге, да, она его выгнала, естественно. Вот ровно год, прямо вот от смерти отца его прошел ровно год до того, как он ушел. И как вы думаете, куда ушел этот детина? Он ушел к своей маме. Ну, то есть не к молодой любовнице, как часто многие женщины боятся, да, что найдет молодую какую-нибудь девушку и уйдет. Нет, он ушел к маме, радостный, поскакал жить к маме и живет с ней до сих пор благополучно, душа в душу. А мальчику на тот момент ухода было, слава богу, уже за 40. Вот, это такой случай неочевидной привязанности. Видите, как потом по факту оказалось, какая чудовищная, какая сильная связь, какая сильная привязанность. То есть мальчик, бедный этот мальчик, всю жизнь, пока был жив папа, когда место рядом с мамой было занято, мальчик этот мыкался по каким-то чужим теткам, на одной женился, на другой, все ждал, пока мама освободится, чтобы вот потом поселиться с мамочкой. Такая вот история есть. И для нас что важно во всем этом анализе? То, что, конечно, отношения мальчика с матерью – это тот фундамент, на котором строятся отношения взрослого мужчины с женщинами. И вариантов здесь много, множество. И связи хорошо, плохо, горячо, холодно. Связи очень разные могут устанавливаться. Ну, в теории, если бы мы жили в каком-то с вами вот прям идеальном мире, мы бы предположили, что если у мальчика хорошие отношения с матерью, то есть позитивная эмоциональная связь, то он будет потом хорошим мужем. Он будет хорошо относиться к женщинам в целом, будет любить жену, как любил маму. На практике не обязательно так случается. Да, часто так бывает. Но, по крайней мере, если у мальчика хорошие отношения с матерью, у него больше шансов на хорошие отношения с женщинами потом. Но возможны варианты. То есть вот как в примере выше, у него могут быть настолько хорошие отношения с матерью, что эмоциональные связи с другими женщинами ему окажутся просто не нужны. А вот если у мальчика плохие отношения с матерью, то да, его отношения с женщинами во взрослой жизни по большей части будут плохими. То есть вот он все, что не высказал своей матери, в чем он ей, скажем, не отомстил, все это перенесет он на женщин. И все недоверие к матери, избегание, может быть, какой-то эмоциональной близости с матерью, все это обязательно будет перенесено на женщину. Хотя и здесь я вот подумала о том, что и здесь возможны варианты. И я тоже такие примеры знаю, когда у мальчика плохие отношения с матерью, он наоборот может, если встретит подходящую девочку, да, женщину, он может наоборот в нее сильно вцепиться и может быть очень любящим, верным и таким близким мужем, именно потому что он вот так спасается от собственной матери. То есть он как хочет образ матери вытеснить таким образом, как-то от нее сепарироваться, забыть весь этот ужас стыда и вины, который связан с матерью. И у него совсем есть другая женщина, да? Очень часто женщины мечтают о том, чтобы муж меньше общался с матерью, или по возможности, чтобы ее вообще не было. То, знаете, выйти замуж за сироту, чтобы матери вообще не было, чтобы был муж такой Иван, родства не помнящий. Но это не всегда хорошо. Вот такие мужчины бывают действительно, но это часто всего лишь результат просто сильно травмирующих отношений с матерью.
И, конечно, вся эта информация нам была бы совершенно неинтересна, если бы мы не могли сделать из нее какие-то практические полезные выводы. Напрашиваются для меня, например, 3. Первый вывод. Мужчина, ваш мужчина, с которым вы встречаетесь, с которым у вас роман, с которым вы, может быть, пытаетесь строить семью или просто вместе живете, обязательно должен с вами говорить о своей матери. Неважно как. Хорошо, плохо, мало или много, но он должен говорить о своей матери. Он должен называть мать по имени. Пусть он даже жалуется вам на нее. Пусть он, может быть, во многом там с матерью не согласен и просит, чтобы вы рассудили их спор, например. Но он должен говорить обязательно с вами о своей матери. Это железное правило, 100%. То есть это первый и, в общем, мне кажется, единственный достоверный критерий, показатель того, что мужчина вам достаточно доверяет. А в итоге это критерий серьезности его отношения к вам. Поэтому, если ваш жених безумолку вам рассказывает про свою мать, это хорошо, но пока ничего не гарантирует, да, в конце концов, может, он всем про нее рассказывает, и он может и передумать. Но вот если он вам про свою мать вообще ничего не говорит, всегда игнорирует, уходит от этой темы, если вы с ним встречаетесь, может быть, даже долго, а вы ничего про его мать не знаете, ни имени, ни там профессии, ни возраста, то это очень хороший повод для вас задуматься. Скорее всего, отношений настоящих у вас с этим мужчиной нету. Они начнутся, какая-то первая точка отсчета, когда вы более-менее имеете моральное право строить какие-то планы на будущее с человеком. Вот точка отсчета – это его рассказ о своей матери, и только так. Это первый вывод. Второй. Их на самом деле может быть очень много, пишите в комментариях ваши. Второй. Ни в коем случае не нужно со свекровью условно, ну то есть с его матерью конкурировать. Если уж вам досталась такая схема семейных отношений, где открытая конкуренция есть, когда, ну прям вот буквально, например, мужчина говорит, что мама вкуснее готовит, то ни в коем случае с его мамой не конкурируйте. Это абсолютно проигрышная война для вас. Вот абсолютно. Почему? Потому что мама вас очень сильно опередила. Ну, как минимум, на сколько? На 18, на 20 лет, как минимум, да? Потому что именно она была с мальчиком, когда он был мальчиком, когда закладывался его характер и его представление о мире, представление о том, что такое хорошо и что такое плохо. И вам ее невозможно просто догнать. Поэтому конкурировать открыто ни в коем случае не нужно. Не нужно доказывать, что вы на самом деле там умеете готовить, или что вы хорошая хозяйка, или что вы в карьере лучше, чем его мама, состоялись. Если уж вы попали в такую ситуацию, то нужно либо смириться, либо находить какие-то более такие вот запутанные, ловкие выходы и обходные пути. Причем я думаю, что нельзя поддерживать мужчину даже тогда, когда он жалуется на мать. То есть если он жалуется на мать, не надо ему подпевать. Он говорит, там мама плохая, не надо говорить, да, мама плохая, потому что после этого мама так и останется для него мамой, хоть и плохой, а отношения ваши с ним очень сильно испортятся. Никогда нельзя критиковать его мать. Никогда. Даже или если особенно он ее критикует. Вот помните об этом. Это страшная ошибка в отношениях. Чудовищная просто. Критиковать его мать. Ну и третий вывод. Самый, мне кажется, полезный. Дорогие девочки, девушки, женщины. Если вам уже посчастливилось или посчастливится в будущем стать матерью, мамой,
Мальчика, пожалуйста, любите его, будьте внимательными, принимающими. Пусть этот мальчик будет хотя бы думать, что он желанный для вас. Пусть он в ваших глазах видит свое идеальное отражение. Пусть он в ваших глазах, еще маленький такой, видит себя добрым, отважным, благородным, храбрым, щедрым, талантливым. Ни в коем случае не говорите и никаким даже видом не подавайте, и виду даже не подавайте в том, что вы сомневаетесь, например, в его талантах, в том, что он вырастет и в космос полетит, и книжку напишет. Потому что вот надо понимать, что если вы мама мальчика, вам выпала вот эта великая честь и великая миссия стать для кого-то, для целого человека самой главной персоной на всю жизнь. И вот эту вот миссию, эту роль нужно хотя бы достойно отыграть. Ну вот, что знала, рассказала. Теперь я буду гадать вам на картах. Будем с картами, это у нас Таро Мухи, отвечать на вопросы, которые вы прислали в комментарии к прошлой программе. Но прежде давайте прервемся на музыкальную паузу. Итак, Виктория Нова спрашивает: спасибо за долгожданный выпуск. С Новым годом вас и Рождеством. Хочу задать вопрос картам. Сейчас в отношениях, но не в идеальных, а к идеалу хотелось бы стремиться. Не могу сказать с уверенностью, нашла ли я себя на данный момент. К теме про «найди себя» и «найдешь своего человека». Но спросите у карт, пожалуйста, нашла ли я его, с большой буквы, того самого своего человека? Мой ли это человек, который рядом со мной сейчас? А то есть такое подозрение. Может, и совет какой-нибудь для меня увидите. Ну что ж, посмотрим. Буквально задаю картам ваш вопрос, дорогая Виктория. Ваш ли этот человек рядом с вами, ну или не ваш, что бы это ни значило, да? Что бы это ни значило. Так, ваш, не ваш. Очень женские карты, женственные Таро Мухи. Наверное, как раз на такие вопросы только с ними отвечать. Раз, 3 карты. 2. 3. Ваш, не ваш. Ну, плохих карт нет, сразу скажу. То есть карты вот так вот не отговаривают вас от этого человека. Однако карты немножко практичны. Вот однозначно да, что это ваш человек, что это предзнаменование судьбы, что это промысел Божий, то, что вы вместе. Я вам не скажу. Здесь есть, вот, во-первых, видите, старший аркан карта звезда. То есть это, с одной стороны, вам, например, такой посыл: мечтайте дальше. Вот вы написали, что хотите стремиться к совершенству, да? Мечтайте, стремитесь дальше. Может быть, какие-то идеальные отношения или ваш идеальный человек ждет вас где-то впереди. С другой стороны, здесь есть, например, 9 жезлов. Очень такая самолюбивая и очень трудная. Она, например, вместе карты говорят, описывает это: человек преодолевает многие трудности на пути к мечте. То есть это такой, знаете, вот посыл, что вам, возможно, в этих отношениях, то есть, да, этот человек, скажем, пока не идеальный ваш, но вам стоит к этому стремиться тоже. То есть ваша мечта исполнится, такое тоже бывает.
иногда судьба не прям готовенького вам, вылепленного такого, как пельмешек, сразу вашего человека дает, а может пройти время, и он тогда станет вашим. Я вот в моих личных гаданиях, когда говорю с людьми, я часто вижу, именно наблюдая такие истории. То есть изначально союз, например, пара складывается, ну, как бы не по судьбе, а скорее по обстоятельствам или по желанию одного из партнеров, потому что вот у одного там страсть какая-то или необходимость. А потом, глядишь, как-то оно одно за другое цепляется и как-то уже действительно превращается в судьбу. Вот, возможно, это скорее ваш случай. Видите? Трудности. Боритесь, карта советует, бороться, может быть, где-то на подвиги даже идти ради этих отношений. Или скорее не ради отношений, а как бы во имя того, чтобы именно эта история стала вашей судьбой. Вот так вот это назовем, да? И здесь есть рыцарь Пентаклей. Ну, сами смотрите, мы здесь с этими картами вот абсолютно однозначного ответа «да», «нет» вам все-таки не даем. Могли выпасть такие карты, но не выпали. Видите, рыцарь Пентаклей. С одной стороны, это фигурная карта, портрет, возможно, другого мужчины. И предсказывает она вам именно другого рыцаря, какого-то героя на вашем жизненном пути, который, возможно, скоро появится. Даже карты в таком наборе могут вам советовать. Продолжайте мечтать о еще более лучших отношениях. Я не говорю лучшем человеке, но лучших отношениях. Да? Идите к своей цели, не замечая препятствий. И вот новое знакомство какое-то вас ждет. С другой стороны, этот рыцарь Пентакли, это может быть и портрет вашего нынешнего мужчины, про которого вы спрашиваете. Вы же его данных рождения не написали. Вот если особенно он у вас земной человек, то тогда это идет какая-то отсылочка к нему. В любом случае, карты вам рекомендуют. Видите, вот это карты пути. Рыцарь скачет, девятка, подвиг, звезда, мечтайте. То есть, понимаете, во всех случаях вам нужно в вашу текущую любовную историю вкладываться, стараться ради отношений и не слишком переживать, не слишком, ну, знаете, думать о том, ваш этот человек или не ваш. То есть, чем больше, скорее всего, вы постараетесь ради текущих отношений, тем, ну, куда вывернет, куда вывезет. То есть, либо эти отношения дойдут до уровня идеальных, либо просто в какому-то идеальному знакомству судьба повернет вас. Дарья Шайн спрашивает, у меня вопрос простой. Не такой уж простой, Дарья. Любит ли меня человек, с которым я сейчас встречаюсь? И что ждет нас через полгода? В каких мы будем отношениях? Ну, здесь получается два вопроса. По одной карте тогда на каждый вопрос мы достанем. И, дорогие зрители, зрительницы в основном, присоединяйтесь к этому вопросу, если у вас есть какой-то похожий, аналогичный, если вы хотите узнать о чувствах молодого человека, о том, что вас с ним ждет, вполне можете к этому вопросу, к этому гаданию присоединиться. Карты ответят Дарье в первую очередь, но, возможно, ответят и вам скажут что-то долгожданное, а может, наоборот, недолгожданное. Ну, посмотрим. Итак, любит, не любит, вечная ромашка, да? Так, любит, не любит для Дарьи. Кто это? Что это? Так, это карта, я прошу прощения. Да, это карта умеренность. Ну что ж, да, счастливая карта, старший аркан, умеренность, по сути, отвечает словом «да» на любой вопрос, который только люди могут картам задавать. Карта – это очень, знаете, такая добрая, честная, добродетельная и медленная. То есть вот эта умеренность применительно к чувствам, как бы вам описать чувства вашего человека к вам? Они осознанные, очень осмысленные. То есть это тот случай, когда парень может прямо-таки перечислить, описать, за что он вас любит. Он это очень хорошо понимает.
Но самое главное, что его любовь очень долгосрочная. Долго вызревала или нет, это может быть и не важно, то есть, может быть, вспыхнуло это внезапно, но уже понятно, что у этих его чувств очень долгая история. Он долго будет вас любить. Долго и одинаково, потому что, знаете, умеренность – это еще знак неизменности. Это такой путь, это вроде бы вечное движение, но это и нечто очень такое статичное. То есть вот он, может быть, это опять же его гороскоп. Знаете, бывают такие люди, которые, полюбивши раз, потом сами от этой любви никуда не могут деться. То есть очень стабильные чувства. Вот его чувства к вам стабильные. Они какие-то такие правильные, очень, очень нежные. Если мы захотим придраться, скажу, что карта эта, правда, довольно бесстрастная. Может быть, здесь не хватает такого, ну, знаете, настоящего сумасшедшего огня, который так запоминается во всех любовных историях. Однако любит, да. Ну, вы же спросили, любит, не любит, поэтому любит, да. И что вас ждет через полгода, в каких вы будете отношениях? Что это? Ох, да, история усложняется, запутывается. Это карта жрица. Отношения платонические. Доминирующая женская энергия. В этой паре женщина вы, поэтому готовьтесь, что вот вся мудрость, все бремя выбора, может быть, в этой любовной истории будет на вас. То есть вам предстоит через полгода занимать какое-то значение, какие-то, ну, руководящие, хотя речь скорее об эмоциях, о духе, руководящие позиции в этой паре. Вот. Через полгода вам придется в отношении данного человека проявлять какую-то недюжинную мудрость, недюжинную. И, возможно, знаете, жрица, она такая платоническая, она такая немножко на дистанции. То есть вам придется очень много думать о нем и об этой истории. Придется принимать сложные с моральной точки зрения решения, например, прощать его за что-то или переживать разлуку и переживать определенные испытания на любовь и на верность для вас. Наталья Алекс пишет: Ольга, могли бы вы подсказать в такое время Рождества, посоветовать девушкам, которые хотят выйти замуж, какой-то обряд, который помог девушкам, желающим выйти замуж в этом году? Выйти замуж, много раз мы повторили. Наталья, пожалуйста, и все девушки, желающие выйти замуж в этом году, и во время Рождества, и в любой другой сезон года, я рекомендую вам один и тот же обряд, чтобы выйти замуж. Богатейте. Мужчины сильно, охотно женятся на богатых невестах. Разбогатеть – это, поверьте, лучший обряд на замужество. Просто персик. Лучше ничего не придумайте. Лилия Набиулина пишет: спасибо за замечательные видео. Вы говорили про альфа-самца, а альфа-самка, какая она, по вашему мнению? Вот видите, еще одна тема для новой программы, потому что на самом деле не по моему мнению, а это же есть определения такие более или менее четкие, кто такой альфа-самец, кто такая альфа-самка. Можем про это поговорить, пишите в комментариях, если вам это интересно. Альфа-самки. Прекрасно. Евгения Р. непростой вопрос задает. Я устала быть в роли любовницы. Год назад я понимала, на что подписываюсь. Не понимала. Теперь стало тяжело в этих отношениях. Привязалась сильно к человеку, думала, взвешивала, поняла, что все равно не хочу расставаться. Как быть дальше, не представляю. Вечно не смогу, так очень тяжело. Погадайте, Ольга, пожалуйста, что будет, когда жена узнает. Она ведь узнает, все тайное становится явным, спрашивает с Надеждой Евгения.
Останется ли он с ней или разойдется, или порвет с ней и со мной? Спасибо за ответ. Ну, вы мало вариантов перечислили, возможно, еще как минимум один, который более даже очевидный напрашивается. Но, тем не менее, мы спросим карты, что будет после того, как жена вашего друга узнает про вашу связь. Что будет? Раз. Два. Ох, все. Ну, в общем, как минимум две карты здесь про судьбу. И вы знаете, карты веселые. Карты веселые, то есть ничего пугающего пока в этой истории нет. Никакой драмы, никакой, тем более, трагедии не произойдет. Скорее всего, жена действительно узнает. То есть какие-то перемены в отношениях, в вашем романе вас ждут. Вам здесь выпадает колесо фортуны, карта. Вам выпадает четверка жезлов, малое колесо фортуны, шестерка пентаклей. Но шестерка пентаклей как раз и говорит, что все останется на своих местах в итоге. То есть отношения поменяются в вашей паре, между вами поменяются отношения его с женой, просто они станут очень-очень сильно другими. Но в конечном итоге все по факту останется так, как есть теперь. Но все будут счастливы. Вот так. Так бывает. Мы последние две программы говорили про верность и неверность, наверное, поэтому и вопросы все такие, на одну тему, довольно похожие. Антонина Морозова спрашивает: очень мучают сомнения в правильности своих намерений. Хочу вступить, только лишь хочу, вступить в отношения с несвободным мужчиной. Много лет знакомы с ним и с его женой, никогда не рассматривала, но последнее время не понимаю, все время о нем думаю, знаю наверняка, что он будет не против. Меня не интересуют длительные отношения, семью не хочу разрушать. Сомнения в том, сможет ли он сохранить эту тайну. И прошу посмотреть, что скажут карты, что из этого может получиться. То есть, Антонина, если мы правильно поняли вопрос, вы спрашиваете, что получится у вас с этим мужчиной, если вы сами инициируете с ним связь, с этим уже знакомым мужчиной, который вам теперь понравится. Так, что из этого может получиться? Раз. Да. Три. Зловещая башня появляется, да, у нас настоящий буквально вот момент. Но вы знаете, башня вообще в прогнозах на нечто будущее, нечто гипотетическое, предполагаемое, например, в вопросах о планах, она, в общем-то, мягко говоря, не рекомендует. Башня действительно говорит, что вот ваш план такой, может быть, впечатляющий и гладкий теперь, так просто не воплотить. То есть есть сокрытые обстоятельства, есть нечто разрушительное впереди, то, что не даст истории ходу. Причем история может разрушиться на начальном этапе. То есть, например, у вас, так вы и не решитесь, например. Или мужчина не ответит взаимностью, он не согласится. Может быть, башня сработает позже. То есть вот этих вот незаметных, тайных отношений не получится, потому что многое разрушится. Вот вы написали: семью не планирую разрушать, а башня все планирует разрушать, представьте, и семьи тоже. То есть здесь все непредсказуемо, здесь все выходит абсолютно из-под контроля и срабатывает не по плану. Паж жезлов здесь есть. Паж жезлов — это известие и чья-то инициатива, но не ваша. То есть, скорее, карты в такой паре не советуют вам начинать воплощать ваш план, не торопиться с этим. Дождитесь определенного известия. Придет какое-то известие,
во многом разрушительное, но это подкорректирует ваши планы. Например, это известие какое может быть? Может быть, вам предстоит разъехаться с этими людьми, может быть, они куда-то уедут, а вы сейчас только напрасно эту историю, например, затеете, потом будет и боль разлуки, и все запутается. В общем, ждите новостей. Совет: ждите новостей, сами пока ничего не делайте. Екатерина Иванова спрашивает: погадайте, пожалуйста, надо ли мне разводиться. Думаю об этом уже не в первый раз. Вообще психологи говорят, что когда вот к вам закрадываются мысли, надо ли разводиться или надо ли прекращать дружбу с каким-то определенным человеком, то ответ, скорее всего, все-таки надо. Потому что я понимаю природу, откуда вот эти принципы возникают, потому что, ну, действительно, если вы не готовы с большим счастьем и, может быть, с большими жертвами даже жизнь прожить с этим человеком, то, наверное, нужно разводиться и действительно искать какой-то более подходящий или даже, чем черт не шутит, идеальный вариант для себя, да? Надо ли разводиться вам, Екатерина? Раз. На вам 3. Карты в целом говорят, что да, не то, что надо, понимаете, слово «надо», оно такое какое-то двусмысленное. С одной стороны, надо, это бывает какая-то предыстория вынужденности, то есть надо, потому что давят обстоятельства, надо разводиться, что-то вас в этот развод толкает. Вот таких карт нету. Карты скорее говорят, что в целом для такого мероприятия для вас момент просто подходящий. Туз жезлов. Вот он торопит, с одной стороны говорит: ах, вот прям сейчас, вот именно теперь надо это сделать, это будет безболезненно, ловко, может быть, с самыми умеренными последствиями. Туз жезлов бодрит, намекает на скорость, говорит о том, что у вас есть ресурсы, то есть вы в силах сейчас провернуть эту операцию, такую сложную, как развод. 9 пентаклей говорит, что вам и самой будет очень хорошо. Это карта самодостаточных, одиноких людей. 8, здесь же рядом пентаклей, как раз советует вложиться, может быть, даже деньгами, вложиться в этот самый ваш развод. Но карты все очень легкие, абсолютно не эмоциональные и даже деловые. Они советуют вам, Екатерина, к теме подходить очень практично. Может быть, даже карты говорят, что вам не то чтобы надо разводиться сейчас, но вам удобно и выгодно сейчас развестись. И вот прекрасный вопрос, к которому без сомнения все присоединятся. По крайней мере, я рекомендую всем присоединиться. Вопрос задает Елена Шестакова. Погадайте мне, пожалуйста, на злых правдивых картах, стану ли я богатой, сытой, зажиточной и благодаря чему: карьере, мужу или, возможно, еще какой-то третий вариант. Эх, ну давайте тогда я поменяю действительно колоду, возьму карты злые. А знаете, какие карты называются злыми? Вот так уж совсем, если по-простому. Это карты, как любые карты могут любые карты становятся злыми, когда ты смешиваешь колоду, замешиваешь сюда перевернутые карты. Когда часть карт ты в любом случае вытащишь в перевернутом положении. Колода становится злее на 300%. Поэтому по правилам искусства положено так гадать, на прямых и перевернутых картах. Ну что ж, мы делаем еще злее. Видите, я переворачиваю как активно. Это и так Таро оппозиции, да? Еще 100 раз перевернем и давайте загадаем вместе с Еленой. Стану ли я богатой, сытой, зажиточной и благодаря чему? Карьере, мужу или третий вариант? Ох, прям боюсь тянуть. Но, Елена, спасибо за вопрос. В кон
Раз. Не смотрю даже сама пока. Два. Да я просто не вижу. Три. Ой, кого мы тут вытащили теперь? Король мечей. Гад. Ну, перевернутый он все-таки выпадает. Ой, король меч. Нет, с одной стороны, видите, я не могу сказать, что это прямо вот плохие карты. Но они такие не единые. Они не дают единого полотна предсказания. Нет, ну лучше с королевой жезлов. Вот королева жезлов, дорогая Елена, это ваш портрет. Королева жезлов, деятельная, активная женщина, которая знает, чего хочет, стать богатой, сытой, да? Женщина, у которой в руках жезл. Это прототип волшебной палочки. Женщина, которая все может и сама. Женщина – это карьеристка. Карта вообще очень часто описывает работу или обещает работу, например, новую. Поэтому королева жезлов – это такой ответ про карьеру. То есть посредством карьеры вы можете очень многого достигнуть, но достигнете или нет, пока не знаю, но совет обратить внимание, конечно, на свои возможности, много стараться, обратить внимание на свои таланты. В общем, у вас есть в руках волшебная палочка, это может быть, скорее всего, ваша профессия, посредством которой вы можете делать карьеру, зарабатывать и так далее. А вот король мечей здесь был бы прямой, я бы сказала, что это даже он как бы на мужа похож. Ну, такой муж немножко злой, но высокопоставленный. И обычно рядом с такими мужьями бывает и сытость. Но перевернутый – это все тот же. Какой-то мужчина, знаете, напрямую карты его не называют мужем. Поэтому о браке я не говорю. Какой-то мужчина приложит ручку к вашему благосостоянию. Мужчина такой, с которым не поспоришь, с одной стороны. То есть это ваш начальник, может быть. Вот эти две карты, если мы вместе ставим, да, получаем такой ответ. Вы можете добиться желаемого собственными усилиями и через карьеру, но при обязательной поддержке какого-то такого плохого начальника. Кто такой плохой начальник? Это начальник, который, например, дает поддержку только если вы там как это сказать, тоже пойдете на какие-то уступки для него, да, со своей стороны. То есть, видите, плохой начальник. Это иногда собирательный образ, то есть это образ скорее компании или какой-то госструктуры, которая вам дает работу. Это и характеристика работы, то есть работа, на которой многим придется подчиняться, и, наверное, людям не лучшим, людям, которых трудно уважать, и так далее. То есть пока все равно про работу и про какое-то немножко все-таки подчиненную позицию идет. И, наконец, здесь есть шут, нулевой аркан. Шут, к сожалению, тоже выпал перевернутым. Это дурак, если вот в прямом положении мы говорим, это шут, да, это шут. А когда карта переворачивается, мы говорим, это прям дурак. Вот работать с дураком начальником, вот ваш путь к благосостоянию и сытости. Не расстраивайтесь, пожалуйста, этот прогноз на какое-то время. То есть ближайшая перспектива вот такая. А может быть, это урок для вас. Может быть, вы должны научиться исполнять за хорошие деньги капризы не самых лучших людей. Может, вас так денежная энергия проверяет на соответствие на какое-то. В целом, нормальный прогноз. Самое главное, смотрите на себя. Все в ваших руках. Вот вопрос универсальный. Буквально все могут к нему присоединиться. Вопрос про работу. ОЛ 777 спрашивает.
Как-то у вас мало видео про взаимоотношения на работе, общение с коллегами и начальством. Я, кстати, могу ответить на этот вопрос. Очень любопытно ваше мнение. Мне кажется, вам точно есть что сказать на эту тему. У меня такой вопрос. Я перешла на новое место работы месяц назад. Работа очень нравится, но волнует вопрос, ждет ли меня здесь карьерный рост. Вот давайте я уж, раз пошла такая, выскажусь. Вот это вот общение с коллегами, начальством, взаимоотношения на работе. Я всегда говорю, и когда гадаю людям тоже, что никаких эмоциональных контактов особых на работе быть не должно. На работу для того, чтобы была карьера, для того, чтобы все благополучно складывалось, чтобы из-за какой-то ерундовой ссоры не психануть и не уволиться, или чтобы вас не уволили. Не нужно задействовать свои эмоции. Некоторым людям соблюдать это условие трудно очень. Это люди в первую очередь, ну, например, с каким-нибудь чувствительным водным Меркурием. Вот люди, у которых Меркурий в раке, в таком неподходящем месте, или в рыбах еще хуже. Они эмоционально вовлекаются во все, во что не надо, в любой контакт, в том числе на работе. То есть они ко всем людям, просто к коллегам, к клиентам, к начальникам что-то чувствуют, понимаете? Кого-то любят до невозможности, кого-то ненавидят, с кем-то общаются, с кем-то нет, кому-то доверяют, от кого-то, наоборот, сторонятся. То есть идет такой активный эмоциональный обмен на работе. Это всегда плохо. Это, понимаете, это знаете, какая есть статья такая? Это расходование средств не по целевому назначению. То есть вот вам даются эмоции, запас какой-то эмоций, да, человеку любому дается, для того, чтобы вы их вложили в материнство, например, ну, в любовь, ладно, романтическую к мужу, там, к родителям, чтобы вы, ну, не знаю, там, бабушку пожалели на улице. И расходовать вот этот драгоценный сосуд эмоций своих, не бездонный, кстати, что интересно, расходовать на коллег, на начальство не нужно. Вас на работу позвали не за этого, не за этим, чтобы вы общались или что-то чувствовали. Вас строго работодатель пригласил, чтобы вы от и до отрабатывали по должностной инструкции определенный набор задач и получали за это определенные деньги. Я вас всех благодарю, что побыли со мной это время. Пожалуйста, пишите вопросы и комментарии. Рубрика «Вопросы и ответы» пока еще продолжается. Увидимся.